Всем привет, друзья! Кто давно на моем канале, помнит обзор вот про эту штучку, про этот пеногенератор. Проблема возникла такая, что вообще для того, чтобы помыть машину, нужно перезаправлять пеногенератор сначала пеной, потом перезаправлять его воском, жидким воском. Вот, поэтому возникла необходимость во втором пеногенераторе, которым бы я просто покрывал машину воском, чтобы не переливать из бутылочки в бутылочку. Поэтому вот первый пеногенератор. И теперь у нас есть на обзоре вот такой вот второй пеногенератор. Вот, давайте сделаем по-быстрому распаковочку, что там внутри. Инструкция, поролончик, подробная инструкция с большими картинками, пакетик с дополнительным жиклером и резиночкой. И при покупке необходимо уточнить, какой у вас разъем мойки, для того, чтобы вам прислали вот другую такую штучку. То есть вот адаптер для того, чтобы подключать к автомойке, у каждого производителя разный. Поэтому имейте в виду, что надо вот точно сказать, какую надо. Вот. И по большому счету, вот еще. Да, видите, она такая интересная силиконовая трубочка с железным шариком на конце. Давайте соберем и быстренько по функционалу пробежимся, посмотрим, что вообще тут заявлено. Да, жиклер вот здесь. То есть его можно выкрутить, закрутить, в зависимости от мощности вашей мойки. Да, удобная крышечка с фиксацией не на полный оборот, а просто щелк, и вот она типа зафиксировалась. И адаптер для мойки тоже подключается вот просто так. Все. Итак, что есть у нас здесь? Регулировка подачи, регулировка распыла. И можно опять-таки регулировать распыл не только ширину распыла, да, можно регулировать его положение, можно горизонтально или вертикально сделать. Собственно говоря, у этой штучки примерно такие же настройки, да и конструкция примерно похожая тоже. Вращается верхняя головка, вращается регулятор. Нет, кстати, у нее распыл только вот такой. Видите, да, у этой можно будет сделать немножко побольше. Вот, сейчас мы проведем тест. Тест проведем с одинаковой жижей. Вот эту штучку разведем, вот такую. И нальем сначала в одну, потратим половинку, потом нальем во вторую, потратим половинку. Посмотрим, как делается пена, какая из них прикольнее. И одна из них пойдет, получается, на жидкий воск, вторая останется для пены. Итого у меня будет два разных пеногенератора для разных целей. Собственно говоря, примерно так. Давайте начинать тесты. Итак, штука разбавляется 1 к 3 по паспорту. Давайте попробуем. Удобно, что большое горлышко, потому что можно вот прямо так наливать. Это, кстати, большой плюс по сравнению с маленькими бутылочками, у которых горлышко, как у обычных газировок. Потому что в этой ситуации сильно удобнее, когда ты можешь просто взять и перелить из банки, как я сейчас сделал. Так, и доливаем до литра. Ну, примерно. Так. И давайте попробуем закрутим эту штуковину. Жиклер я не стал менять, скорее всего, там для более мощных моек. В инструкции ничего не нашел внятного пояснения, для каких целей, какой использовать. Вот, смотрите, раз, и она зафиксировалась. Вот машина, вот прибор. Так, сразу. Вот
Нормально держится. Давайте включаем и посмотрим. Так, подачу. Давайте с подачей поиграем. Так, подачу закрутил в ноль. Так. Вот пена стала более густая. Регулировка струи. Да. И можно регулировать поток вот такой. Вот так, чтобы покрывать. Кстати, так, наверное, удобнее, да? Можно было пену, конечно, погуще сделать. Ну ладно. Но факт работает. Так, половину банки потратил. Давайте теперь второй половиной, вернее, вторую половину машины покроем другим пеногенератором. Вот там остатки, как его называется, жидкого воска. Куда его девать? Вот всегда у меня такая проблема, что переливаешь из бутылочек в бутылочек половину времени. Вместо того, чтобы заниматься каким-то делом, еще мыть ее надо. И у меня получается каждый раз при мойке машины вот такое колдунство. Сливаешь старую жижу, моешь банку, потом заливаешь новую жижу. Хлопотно очень, поэтому две. Две это оптимально даже для домашнего пользования. Ты, по крайней мере, не тратишь время на то, чтобы туда-сюда бутылочки менять. Так, сейчас я быстренько бутылку сполосну. Польем. После такого раствора, скорее всего, ничего тут уже вообще расти не будет, да? Так, отщелкиваем, вытаскиваем. И вот видите, как удобно было большое горлышко. Можно, конечно, можно приноровиться. Я не могу сказать, что совсем прям неудобно. Но хлопотно. И, кстати, да, силиконовая трубочка очень удобна тем, что она просто так вот может прямо до самого донышка собрать. Это плюс, я бы сказал. Потому что вот здесь трубочка пластмассовая, такая прям пожестче. Она тоже силиконовая, но видите, она не это, вот так вот держится даже. Поэтому есть нюансы. Ну, типа так. Вот чистая вода пошла, а вот чистая пена. Максимум пены. Так, и морду как раз осталось чуть-чуть. Да, обычно где-то литра и хватает для того, чтобы пеной покрыть. Давайте попробуем.
забыл. Так, и сзади еще прям от пылишки. Колесики. Так. А ну что? И вот когда у вас совсем немножко осталось, тут на такой банке, видите нюанс? Вот он не может забрать снизу. Поэтому уже только такое направление возможно. Это, кстати, вот плюс такой тонкой силиконовой трубочки. Он такой, что она может просто вот так вот, ты куда наклонил, там она и забрала. А здесь она забирает только в одном месте. Это вот минус. Ну, собственно говоря, так. Давайте сейчас домою машину. Она не должна пена высохнуть. А после этого сделаем выводы, посмотрим, чем отличается помытая слева и справа машина. Ну, скорее всего, ничем не отличается. Моющее средство одно и то же. Пена, в принципе, одна и та же. Итак, ребятки, я сделал выводы. Вот эту штуковину я буду использовать для того, чтобы покрывать ее пеной, машину пеной. MGGC Canon S V3, третья версия. Вот. Почему? Потому что у него более управляемая струя, то есть вы можете горизонталь, вертикаль сделать. Вы можете регулировать, в принципе, поток. Да, это тоже может. Но в каких-то, ну, видели, да, как получилось? Я не смог поймать правильную струю. Конечно, может быть, это связано с его старостью уже. Он сколько у меня? 3 года уже, 4. Если не больше. Больше, наверное, даже, да? Короче, да. Вот это прикольнее. Бутылка у него большая. Горлышко большое. Заливать в него жидкость удобно. Это плюс. Видите, может собирать жидкость с самого донышка. Это тоже плюс. Вот это так не умеет. Вот, по остальному функционалу, в принципе, если вы посмотрите, как помыта машина, одинаково они моют, да, пенный генератор в этой ситуации... Чё? Чё ты машешь? Я думал, ты мне сигнал подаешь. Короче, от пенного генератора, на самом деле, качество мойки машины зависит очень не сильно, потому что зависит от самой пены, да, от ее густоты, вот, и от того, как ты ее нанес. По большому счету, функционально одинаково. Да, этот стоит немножко дороже, но, блин, он удобнее, это факт. Поэтому, в принципе, понятно, почему он дороже стоит. Короче, это остается для пены, это уходит на то, чтобы покрывать жидким воском. Тем, кто еще не в курсе, у меня про эту машину есть еще отдельный канал. Там я рассказываю про мелкосрочный ремонт этого автомобиля, про то, какие расходы он потащил за собой. Ну, в общем, все про эту машину на отдельном канале. Лайкаем, подписываемся и переходим туда и тоже. Спрашивают меня по поводу мойки. Так вот, 160 бар на самом деле тоже недостаточно, потому что если вы попробуете моечку 160 бар, а потом пойдете попробуете мойку где-нибудь на самомойке, вы увидите, насколько отличается струя. Поэтому 160 бар это вот вообще самый-самый низ, ниже которого даже вообще смотреть не стоит мойку для того, чтобы мыть дома. Вот. Но лучше, наверное, 200-250 брать. Я вот, если следующую мойку буду брать, то уже буду плясать от таких цифрок. Ну, на этом все. Я с вами прощаюсь. С вами был Амир Гумеров, канал Рукоджоп. Всем пока.